Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы будем делать прекрасный нежный цветок глициния. Но прежде чем начать работу, я хотела бы небольшую вставочку сделать. Хотела поблагодарить мою команду поддержки на площадке Boosty. Все это время, когда я отсутствовала, вы были со мной. Спасибо вам, дорогие, за вашу поддержку, за вашу веру, за вашу теплоту и доброту. Я очень-очень вам благодарна. А теперь приступим. Используем атласную одностороннюю ленту шириной 4 сантиметра. Предлагаю сделать сразу 3 заготовки. Кому сложно, конечно, начинать с одной, с двух. Но скажу вам сразу, что это значительно сокращает работу по подготовке заготовок для цветочков. Потому как их много, и хотя бы на таком этапе мы сократим время работы. Вырезаем восьмерку, соотношение высот частей восьмерки 2/3 к 1/3. Матовая часть вверх. Далее смотрим внимательно, как работаем. Теперь бутончик. Почему я предлагаю делать именно так? Потому что таким образом у вас бутончик будет смотреться более объемным. Конечно, его можно сделать одинарный из широкой части восьмерки, но таким образом бутончик будет смотреться более естественным. Количество бутонов и цветочков вы уже определяете сами. Я где-то сделала порядка 25 цветочков и 6-7 бутонов на одну веточку. Теперь веточки непосредственно, на которых будут держаться цветочки. Для этого я использовала шелковую нить или шелковый шнур, который легко плавится над огнем и после плавления приобретает жесткость. Размер этой веточки 5,5-6 сантиметров.
Учтите, что направление листочков должно быть где-то под 45 градусов к шнуру. Видите направление фронта цветка? Вот примерно так и надо наклеивать, потому что при изгибе у вас фронт будет смотреть прямо на вас. Вот так вот мы делаем, работаем, вернее, с цветочками. Бутончики приклеиваем так, чтобы они у нас смотрели вниз. Далее используем шелковый шнур, который тоже плавится под огнем. Он более толстый. После плавления он приобретает жесткость. Этот шнур мы будем использовать как основную веточку для уже формирования грозди. Далее начинаем приклеивать. Я приклеила горячим клеем. У кого есть терпение, кто хочет более положительный результат, потому что горячий клей здесь, конечно, не вариант. Лучше приклеивать с помощью полимерного клея или клея для ткани, соблюдая шахматный порядок. То есть вы перекрест делаете. Таким образом у вас формируется равномерная гроздь цветочков, и веточка будет смотреться гармонично. И количество бутонов и цветов вы сами можете определить. Приклеивать нужно примерно на расстоянии 1 сантиметра, для того, чтобы дать свободу размещению цветку и пространство для того, чтобы они просматривались. В принципе, у глицинии в природе веточки достаточно разряженно расположены на стебле. Вот. И также соблюдаем вот этот вот перекрестный способ приклеивания, для того, чтобы у нас менялось положение цветов относительно предыдущего слоя. Вот так вот. Изгиб самих веточек делайте таким образом, чтобы они от низа к верху немножечко приподнимались. То есть нижние у вас более загнутые будут веточки, а верхние, видите, они более прямые. Этим самым вы создадите естественность расположения цветочков. Ну, если вы хотите погуще, то делайте расстояние между веточками маленькими поменьше. Далее окрашивание. Размешайте где-то в 30 мл воды, 30-35 мл воды, по 1-1,5 капли цвета, который вам нужен. Вот краски я вам показываю. Это акриловые художественные краски. И дальше аккуратненько их сбрызгивайте. Такой способ окрашивания уже готового получается изделия, готовой веточки.
Он, в принципе, удобен. Вы веточку вот так вот обрызгали, потом повесили, пусть она немножечко подсохнет. В данном случае она будет высыхать у вас сейчас не до конца. Это нам нет необходимости. Вот мы ее пробрызгали. Теперь дайте немножко, 5 минут буквально повисеть. Но не дайте полностью просохнуть. В это время нам нужно подготовить более густую краску. То есть 5 мл взяли водички, даже не меньше, 2,5 мл. Размешали по вот капельке буквально эти два цвета. У вас получится более густой такой колер. И именно этим цветом вы будете аккуратненько прокрашивать хоботочки этих цветов. Задевая, так как они влажные, вы чуть-чуть задеваете кисточкой с более густой краской, и лента впитывает в себя. Вот так вот аккуратненько прокрасьте, и теперь уже можете спокойно повесить ее высыхать. А и займемся столбиком, на котором будут держаться веточки. Я предлагаю здесь известный уже способ обмотки провода. Это ХБшная пряжа. Вы можете обмотать на один раз, а можете на 2 раза. Вот такой вот у меня получился основной держатель, на который буду я крепить веточки. Одну я уже закрепила, сделала заранее. А вот это наша веточка, которую мы делали с вами. С двух сторон, видите, я сделала цветочки. Одна меньше, другая больше получилась в росте. Все, мы аккуратно сейчас приклеим. И дальше зелень уже. Мы делали эти листочки в прошлом видео. Сделайте то количество, которое вам нужно. Дополнительные веточки можете сделать для того, чтобы сделать у себя, допустим, интерьерную композицию. Что ж, дорогие мои друзья, творите от души. Большое вам спасибо за просмотр. Всего самого наилучшего. До новых встреч!